Скажите честно, вы когда Сократа писали, это вы с себя писали? Нет, батеньки, это расхожее мнение. В принципе, даже не смотрел в зеркало на себя. Вот, во-первых, у него совершенно другая конструкция. Вот, то есть она внешне немножко похожа, у нее другое устройство черепа. Ну Вот, да, чуть-чуть. понимаешь? И кроме того, много чести для меня, чтобы с меня рисовать Сократа. То есть зачем? Я к нему очень хорошо отношусь, и, кстати, буду скоро переделывать. Сходство все-таки разительное. Я, конечно, больше похож, чем на Шопенгауэра, например. Все-таки больше похож на Сократа, понимаешь? Сейчас вот, кстати, пишу, знаете, о чем книжку? Об искусстве. То есть я наконец-то понял, что я в этом ни хрена не смыслю. То есть я как-то так вот. Причем это не кокетство, это определение той точки зрения, с которой я должен объяснить, что такое искусство. Понимаешь, почему? Потому что искусство – это не картины, не скульптуры, не музыка, а то, что через это транслируется. Понимаешь? То есть оно за кадром материальных носителей, понимаешь? Вот в этом сложно. Вот. Но есть еще один момент, что искусство, оно не только внутри носителей, оно вот действительно, да, как вы говорите, за кадром, и часто оно выходит даже в социальную и политическую плоскость, и искусство становится еще даже хуже. некоторой, в общем-то, Ребята, социальной силой. Еще хуже, как кто кому. То есть, извини, тексты это что же искусство? Буквы искусство, цифры искусство. Оно несопоставимо глубже проникает, и мы настолько к нему привыкли, к искусству, что мы его уже не узнаем в математике, в философии. Это транслятор информации, универсальный искусство. То есть его не надо рассматривать как картины и скульптуры. Когда в начале 90-х вы начинали свою художественную деятельность уже в новом государстве, то нам кажется по определенным признакам, что для вас было именно важно некоторая политическая самоидентификация и самопозиционирование, потому что вы намеренно отказались состоять в Союзе художников, в отличие от остальных коллег, многих коллег, скажем так, местных. Потом вы основали независимое арт-пространство, которое бы тоже действовало независимо от этих союзов, спилок и всего остального, которое могло бы производить какой-то определенный свой независимый, скажем так, ругательное слово, контент. Вот. Следовательно, можно сказать, что для вашего искусства вот такое позиционирование, оно тоже было важным. Скорее, понимаешь, там с Союзом художников все совершенно просто. Мы не подошли друг к другу по самой идеологии вхождения в Союз. В Союзе художников там была идеология, я должен был туда попроситься. То есть просто задача не стоит попасть в Союз, чтобы кому-то что-то доказать. Потому что были горячие парни, это цитата, что я сейчас скажу, что ты вступи, а потом можешь швырнуть этот билет, ты доказал, что ты достоин. Зачем мне вот эти все телодвижения? И что вот эта вот политическая составляющая, она была, в общем-то, важна для вас именно как для художника. Следовательно, вот то, что вы говорите, что искусство, оно выходит за рамки собственных рамок, собственных границ, оно, в принципе, искусство, оно зарамочное. То есть искусство, которое не выходит за рамки, оно же, оказывается слабым, в общем-то, очень скованным и плоским, да. Следовательно, выход за рамки в политическую плоскость, он тоже является важным. И, собственно, это вот и интересно, что у вас этот выход в политическую плоскость произошел, но он не был остро артикулирован именно как политический выход и выход в сферу политического, как какая-то активистская деятельность. Мораль в чем? Она в том, что фронта не было, то есть не было какой-то позы. Просто мы спокойно и методично получили возможность делать то, что мы и так делали, но мы получили возможность это показывать.
Хорошо, давайте конкретнее тогда. То есть вы считаете, что вот развитие вот этих альтернативных историй, там, не вступление в союз, открытие своей площадки, в общем-то, первой независимой выставочной площадки в городе, Ну, то есть вы ты их имеешь в не виду Арка, да? рассматриваете? Да, да. Ну, это что же мы с коллективом делали, это же не я. Ну, конечно, да, я не говорю, что это вы лично, но, Ну да. собственно, вы как бы Ну тоже да. один из главных участников этого движения, так сказать. То есть вы это не рассматриваете как часть своей художественной деятельности, а это скорее организационная работа вне искусства. Это скорее обеспечение возможности жизненного пространства. Ну, то есть была возможность сделать место, где мы можем выставлять работы, никому не мешая. То есть через союз художника вы не могли бы выставлять свои работы? Наверное, нет. Вот. А я просто рисовал то, что я рисовал. Я же ведь не пытался там что-то невообразимое, какие-то абстрактные. Я сейчас больше авангардист, чем тогда. Я просто рисовал картины, которые мне нравились. Но они были аполитичны в том смысле, что они не соответствовали запросам общества с точки зрения идеологов. Понимаешь? Но не было там портретов вождей, там у меня всевозможных. Вот, ну, не потому, что... Ну, в некоторые времена вот эта аполитичность, она тоже может быть политичной, Не, ну получается. ее можно было так воспринимать. И всегда искусство являлось оружием социальной борьбы. А он только часто было недостаточно смелым и недостаточно честным, чтобы это признать. Вы не рассматриваете свою деятельность и определенные жесты в тот период как определенный политический демарш, хотя это с сегодняшнего дня, ну, как бы выглядит именно Ну, вот так, дело вот, в том, ну, что, отчасти. скорее я скажу тебе так. Видимо, это и был политический демарш, но, как говорила одна моя знакомая, задача не стояла. То есть оно было естественно, как течение воды, например. Ну, далеко не для всех. Нет, я же не говорю, что просто вдруг, когда мы поняли, что есть... Оказалось неожиданно много людей, которым есть что сказать. Понимаешь? И показать. И это было интересно им, и оказалось, что это возможно и интересно и другим. Так вот, предыдущая идеология убеждала, что це людям не цікаво. Ну, то есть, это им не интересно. Народ это не поймет. А на какие деньги существовала вот эта галерея «Арка»? А она была, там были какие-то законы. Во-первых, у нас там мы не брали денег за билеты. Это, что называется, на доброчинных засадах. Ну, то есть, фактически, мы ее сделали для себя, это была наша игрушка. Кстати, мы были не единственные. Буквально вдогонку Колесников Владимир, вот, он сделал свою Я знаю, вот галерею эту Парсуна. Парсуна, совершенно верно, напотыкал там. Я так понимаю, что Парсуна, она поддерживалась отчасти городской властью, там, Ну, там, Кукоба часто бывал, понимаешь, и Ну, Колесников. во-первых, он в каких-то Колесников тесных был связях. одноклассник Кукубы, Ага, как я одноклассник. понимаю. Или, по крайней мере, ну, они были. Ну, и кроме того, это уже была вот та другая категория художников, которые, они были ближе к начальству, что называется, понимаешь? Хорошо, но все же, чтобы существовала галерея, там, к примеру, нужно платить все равно там, за коммуналку, должен сидеть человек, который там, А это у нас чтобы был приходили кооператив посетители. «Символ». И мы со своих доходов... Ага, то есть это шло финансирование кооператива, Суммы были да? щадящие. Небольшие деньги, да, то есть это Да, можно то есть, было. а поскольку, то есть там вопрос, оно шло у нас не как бизнесовый проект, а, скажем, что называется, на громадских засадах. Мгм. Ну, то есть на общественных началах, просто вот художники кооператива «Символ» Мгм. сделали мастерскую, в подвале привели подвал. Там он вообще ничего не плодоносил, тот подвал. Там мы когда зашли, там такие трущобы. Это в доме Варшавских было, вот на углу Октябрьской и Фрунзе. То есть это соборности и европейской. Там, где сейчас берлога. Берлога. Вот как раз вот то, где берлога, то был вход в галерею. Тогда. Вот. Было совершенно замечательное время. То есть можно было выставляться, можно было интересно проводить время. Были там... Ну, вот, собственно, то, что вы сейчас делаете, мы делали так. У нас немножко все было, у вас более, так сказать, вы более основательно к этому отнеслись, понимаете? Сколько художников там, собственно, состояло в этом кооперативе? У нас? Да, Да мы их не считали, человек 15, наверное. 15.
Не, ну опять же, там же была открытая система, у нас не было кастовости. Мгм. То есть пришел человек, нормальный человек, мы его знаем, мы с ним вместе учились, хорошо, давай выставляй. Мы предлагали там своим товарищам, тех, которых, ну, не очень популярны были в Союзе художников. Им было сложно или просто... Это те, которые для выставки. Я имею в виду в кооперативе. То есть для кооператива поступает какой-то заказ, и сам кооператив как-то распределяет это между своими Ну, художниками. во-первых, заказы поступали ну, четко по целевой под нас. Мгм. Ну, то есть, вот нашли, допустим, так, ребята, мы это можем сделать? Да, мы можем. Все, мы беремся. И это потом как-то скидывается в общую кассу. Из нее, например, там часть денег капает на галерею Арка. Наверное, так. Ну, я не знаю, потому что я бухгалтерией не занимался. Вот. Ну, в принципе, наверное, так. Мне это не интересно. Честно говоря, вот эта вся экономика, вся, потому что... Это нам тоже не интересно, но иногда очень нужно знать. Нет, просто там вопрос в чем, что как это у нас происходило, бог его знает. То есть мы не работали на историю, чтобы потом вот где-то доставать и делать. Вот поэтому ну, надо поспрашивать, там, что-то может у кого-то осталось. Хорошо, еще такой короткий вопрос. А как, к примеру, относились власти, тут можно разделить, там, например, руководство Союза художников, когда открылась галерея Арка, и, там, к примеру, городское руководство к открытию подобных независимых пространств? Там, ходили они там или не Конечно, ходили, то есть, или ходили. как они вообще к этому Кукоба, я относились? лично водил Кукобу по выставке нашей. Він рішуче і послідовно реалізує наші мрії, наші перспективи. Тільки разом ми все здолаємо. Кандидат до Верховної Ради та на посаду міського голови Анатолій Кукоба. То есть мэр города Кукоба приходил к вам Приходил, да, он был насколько с начальством. регулярно? Ну, достаточно. Достаточно Ну, часто. Раза 3-4 он приходил. М. Вот за полгода я считаю, что это нормально. Там. Руководство самого Союза, как к этому относилось? Очень хорошо. Им было интересно, они живенько приходили. Но у нас не было конфронтации вот этой, знаешь, вот красивой, знаешь, что... Не, ну, Юрий Алексеевич, он же золотой человек, господи. Тогда он был еще более такой энергичный, ну, в силу, скажем так, и молодости, и энтузиазма, и веры в какое-то там это самое. Я не помню, был ли он у нас в Союзе. Ну, вот мэтры к нам, конечно, любопытствовали. То есть приходили, и Николай Васильевич Подгорный приходил, и Андрей Ильич Сербутов. То есть люди приходили, ну в Полтаве мало что происходит, и вдруг какое-то что-то. Ну, в том смысле, что площадок-то не хватало. И, кстати, вот эта арка и Парсуна вот как раз и показала Анатолию Тихоновичу целесообразность вот этой вот галереи. Мгм. То есть это был аргумент как раз уже для государственных вот этих вот наших представителей, что есть смысл закладываться на это дело. То есть проект художественного музея появился, когда власть увидела, что есть Ну, по спрос крайней от мере, народа. где-то это был один из аргументов. Понимаешь? То есть это все было, ну там, ну, было, как сказать, ну, не очень засхематизировано, вот что я хочу сказать. Оно было ближе к жизни. Понимаешь? Вот. Я не знаю, это моя точка зрения, потому что есть люди более простодушные, они, может быть, более серьезно к этому относятся, понимаешь? Вот эпохальная шутка, вау, это же. Не, все было просто. Понимаешь? И, кстати, самое интересное, вот когда я с Евгением Васильевичем разговаривал в Путре, вот в ихней бригаде и в ихней структуре творческой среде было примерно то же самое. То есть там была личностная заинтересованность вот в этих всех вот вещах. То есть это вот то, что заставляется вот это пространство творческая среда, что называется. Я не понимаю, что такое жить в искусстве, но вот жить в творческой среде, это я понимаю. И вот эта вот нехватка творческой среды, она, кстати, в Полтаве очень так характерна. Причем я по моим наблюдениям, я подозреваю, что была прекрасная тусовка в кинотеатре «Колизей». Вот это до войны, когда еще было. Ну, по моим наблюдениям, там были все люди, там был и Магденко, и Цис, и Розенбаум. Ну, короче, цвет и не цвет
художников того времени, Павлюченко очень много прекрасно об этом рассказывал еще в свое время. То есть традиция тусовок была. Более того, при фонде тоже было совершенно замечательно, когда пришел Виталий Иванович Шаховцов, там тоже была своя тусовка. Он на основании фонда сделал свою тусовку. Ну, я говорю таким немножко студенческим сленгом. Но это люди, которые находили вот это вот творческое пространство. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть Ленина мы рисуем, это понятно, это кэш, ну то есть денег. Вот. А вот мы все-таки рисуем что-то, то, что нам нравится, и выставляем. Именно потому, что это хорошо. И художники были интересны именно тем, что они делают в свободное время. Понимаешь? А не то, что они делают на заказ. На заказ это были стенды, лозунги, соцобязательства, там всякие, потом передовики производства, там потом какие-то невообразимые там встречи каких-то там делегатов с какими-то космонавтами. То есть творческие картины были, ну, собственно говоря, они были, ну, Порт-Артур, он умом не блистал. Ну, то есть в том смысле, что он не мог заказать, дать интересный заказ. Понимаешь? Тем более провинциальный Порт-Артур, он просто смотрел, чтобы Ленин был похож. Вот. Чтобы все было там, какие-то творческие моменты его не интересовали. Потому что соцреализм, это который, ну, о нем отдельная тема, отдельный разговор. Вот. Тем более там были великие мастера. Живописцы были экстра-класса. Это уровень Веласкеса. Я абсолютно серьезно говорю. Например, кто? Герасим. Ну, Бондиан. То есть это не в Полтаве. Виталий Иванович Шаховцов в Полтаве, да. Андрей Андреевич Щербутовский, да. Вот это в Полтаве. Валерий Леонтьевич Мозок, ну он уже пришел уже на излете, он уже был сам собой. Ему уже не надо было, он умел, но ему уже не пришлось. Так же самое, как и вот, ну, вот был Дмитрий Жилинский, да, вот он начинал как соцреалист, суровый реалист, да, соцарт, а потом стал, в общем-то, сам собой, когда немножко почувствовал. То есть это общая тенденция в тоталитарном обществе. Мы же тогда не знали, что это тоталитарное общество. Мы другого не знали, и поэтому нам не с чем было сравнить. Ну, понятно. Понимаешь? Окей, у меня тогда есть два последних вопроса, на которые можно ответить коротко. Без проблем. Что вам приходит в голову, когда вы слышите сочетание современное искусство? Ты не поверишь, но приходит в сочетание, это именно современное искусство. То есть у меня очень своеобразное представление о современном искусстве. Коротко не получится, но я попытаюсь кратко. Вот. Значит, дело в том, что все искусство, исходя из моего видения искусства, оно современное. Нету прошлого искусства. Для нас одинаково актуально и древнеегипетское искусство сейчас, и новейшее искание каких-то там фавистов, и какие-то невообразимые там импрессионисты, и тот же Малевич, и тот же Микеланджело. Это все сразу. Понимаешь? То есть, вот лабораторное, что я выставку называл, лабораторное искусство, арт-лаборатория. Потому что вот я делю искусство на лабораторное, экспериментально, поисковое, вот, и на ортодоксальное искусство, то есть то, которое, собственно говоря, и есть искусство в том понимании, что оно уже дает продукт. Лабораторное – это заявка на возможность другого видения продукта. Понимаешь? Вот. Давай мы эту тему отложим до следующего раза. Меня такой ответ удовлетворяет. И последний вопрос. По вашему мнению, чего, может быть, не хватает локальному искусству, локальным художникам? Локальному искусству не хватает